Счастье, счастье, счастье летит. В 23-й год летит к Водолеям. И мы с вами это счастье запускаем. Обязательно в 23-м году. И для этого есть все показатели, чтобы прилетело счастье. А какие показатели мы сейчас с вами пройдемся? Общий такой обзор 23-го года. Но, конечно же, самым главным и самым значимым два события, которые происходят в вашем знаке. В знаке Водолей и для тех, у кого асцендент в Водолее. Но вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, ставим лайк 23-го года. Лайк счастливый 23-го года. Спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо за лайки. Итак, мои хорошие, ну что, 23-й год. С чего начинается 23-й год? Он начинается с ретроградных планет. И эта ретроградность начинается с Марса. Но для Водолеев 23-й год начинается с двух очень важных событий. Это Сатурн, который находился у вас и который является вашим управителем, который находился у вас почти 3 года, делает транзит, покидает ваш знак на 29,5 лет. С одной стороны, это такое событие, ну так скажем, для Водолеев, ну, казалось бы, это ваш управитель, но тем не менее это освобождение. От чего освобождение? От строгости, от конкретности, от рамок, от режима, от того, что ты постоянно должен ограничивать себя. Да, это хорошие качества. Это и организует иногда и нужные качества, но не в стихии воздух, в которой вы находитесь, которая вам принадлежит. Для стихии воздух загонять в одно правило, в условия, это даже вот воздух, когда ты не проветриваешь, не открываешь окна, не даешь ему свободу, он что делает? Да, он становится, сами знаете какой. Поэтому, конечно, это ваш управитель, да, но тем не менее, когда он вас покидает, это вот этот глоток, какой глоток? Это большой вдох свободы воздуха, передвижения, этих всех рамок, этих всех ограничений. И это, конечно же, очень значимое событие для Водолеев. На 29,5 лет покидает Сатурн, покидает вас, уходит, делает транзит. Но на протяжении 2,5, почти 3 лет будет находиться для вас в позиции второго сектора, в финансовом позиции. И тоже будет делать здесь свои ограничения. Поэтому, конечно, это нужно очень хорошо держать во внимании. Я сначала посчитаю, я сначала все передумаю, я сначала все взвешу, потом буду только тратить. Потому что достаточно по Сатурну это финансы, которые ты сам заработал. Здесь ничего так просто тебе ниоткуда не упало. Здесь ничего так легко ниоткуда не достанется. Ты зарабатываешь, но ты в таком азарте. Ты в таком хорошем настроении, у тебя как будто бы ты видишь, где ты можешь заработать, но это твой труд. Либо ментально, либо ты зарабатываешь головой, вот ты что-то, какие-то открытия научные делаешь, то есть ты зарабатываешь. То ли ты что-то с технологиями новое представляешь, то ли ты зарабатываешь знаниями, учениями своими, опытом своим. Ты зарабатываешь. И эти деньги, они не тяжелые, они очень качественные, они тебе достаются с таким азартом. Ну, это деньги по Сатурну. Таким образом. Поэтому, конечно же, тебе необходимо продумывать
не делая никакие такие неожиданно быстрые скачки покупок или каких-то необдуманных вложений финансов, так как это делает второй ваш управитель Уран. Я сейчас все разрушу, и я сейчас все неожиданно, вот все назрело, не хочу, сделаю. А результат не знаю, какой будет. Главное, что сейчас я хочу это все поменять. Вот поэтому, конечно, придерживайтесь этих вот двух позиций. И, конечно, в течение года мы с вами будем следить транзиты, как они будут отрабатывать, как они будут между собой взаимодействовать. А они будут взаимодействовать, о котором мы сейчас тоже будем говорить. Итак, Сатурн вас покидает. С одной стороны, он вам помогал, организовывал, собранность была такая, сконцентрировать, но с другой стороны он настолько вот как воздух, который застоялся, и наконец-то пойдет какое-то такое движение, которое вы очень, как освобождение, вы очень хорошо почувствуете. Дальше ваш управитель, следующий управитель, Уран, который долго уже находится в знаке зодиака Телец. И в земном таком знаке, в устойчивом знаке, в знаке в продуманном, тоже делает там неожиданно все разрушить, все поломать, какие-то перемены сделать, но все равно, находясь в знаке зодиака Телец, для вас это очень хорошая позиция того, что больше идет через подумать, потому что тельцы очень дружат с головой. Они уступают, они не конфликтуют, они сглаживают ситуацию, но тем не менее они очень хорошо дружат с головой. Поэтому там Урану вашему сильно вот так вот все разрушить, он начнет это делать, но все равно не так, как он делает, когда он находится в воздушном знаке. Не с такой быстротой разрушения, так скажем. Уран так и будет находиться в знаке зодиака Телец, но сделает очень хорошую такую комбинацию сделает. Посмотрите, как это будет работать. Значит, Сатурн вас покидает с 7 марта, а уже 17 марта Сатурн сделает роскошный секстиль, очень гармоничный аспект с Венерой. В этот момент Венера будет находиться в Тельце у себя дома. И там же находится ваш Уран. Посмотрите, какой сильнейший аспект, какой сильнейший транзит, какой сильнейший показатель. Вот начиная с марта месяца, в марте 17 числа, это такой аспект, который долго будет действовать. Начинается он рано, за 2 недели, и потом очень будет действовать еще 2-3 месяца. Вы будете чувствовать великолепные, чудесные результаты этого аспекта. Подробно не буду на нем останавливаться, но так настолько все совпало, и это у вас проходит по сектору семьи, дома, отношений, любви, романтики. Настолько все в одном месте очень благоприятно складывается. Конечно, туда подальше мы о нем будем говорить подробно. Вот так сейчас вот такая вот информация, что с одной стороны вас Сатурн покидает, с другой стороны он делает тут же сразу вас покинув. Да, конечно же, он даст свои, так скажем, оставит вам свои подарки за то, что он делал такие ограничения. Вот вы настолько почувствуете этот не глоток, а просто в такой хороший вдох вот этой свежего веяния времени, что этот поток больших перемен, которые проходят у вас по личной жизни, по личному сектору, по сектору отношений, по партнерству. И о нем мы будем говорить, конечно же, подробно. Произойдет все очень-очень долгожданно, но в то же время неожиданно. Неожиданно. Большие ждите перемены. Знаете, на такой аспект
так складываются звезды, что, ну, даже, наверное, перейдет по своей значимости больше, чем нахождение Юпитера в твоем знаке. Это даже большее благо, которое приносит этот вам аспект. Будем о нем, конечно же, говорить. Тем более, что, находясь в Тельце, Венера будет ретроградная. Это и прошлые отношения могут быть, это и отношения, которые не закончены были, это и финансово очень сильный аспект, ну, о котором мы будем, конечно же, с вами говорить. Открывается там новый цикл по Венере открывается, который продлится долгих 8 лет, и он у вас идет по личному сектору, по сектору семьи, брака, отношений, взаимоотношений, партнерства и так далее. Следующее, которое событие, ну вот значимые события, ну просто вот значимые события. Сатурн покидает, затем, как только покинул, делает вот этот вот чудесный, роскошный аспект. И, конечно же, следующее – это Плутон. Плутон с 11 июня пойдет, с 11 июня заходит к вам. Плутон делает к вам транзит. Что такое Плутон? Мы с вами немножко знакомы с этим. Плутон – это всегда трансформации. Заходит, когда Плутон, и когда выходит из твоего знака, а Плутон долго у вас будет стоять, вот когда заходит, это самые сильные и лучшие градусы. И когда уходит, это самые сильные. Середины градусы – это всегда трансформация, чувствительная трансформация, которую ты проходишь. В самом начале – что приносит Плутон? Он только зайдет. Он тут начинает пробовать себя. Тем более он столько лет стоял где? Он стоял в Козероге. Там, понимаете, там не развернутся два гиганта, управитель Сатурн. Здесь Сатурн покидает, зато заходит сюда, где управитель и Сатурн, и Уран. Поэтому, конечно, тут два достойнейших, я не скажу соперника, а два достойнейших образца, на которые Плутон, конечно же, будет равняться. И начиная с начальных градусов, конечно же, Плутон – это самые лучшие градусы. До 11 градуса – это очень сильные градусы Плутона, где трансформации происходят созидательные. Вот он тебя не разрушает, он тебя не трансформирует, что тебе настолько, прям совсем, что ты превращаешься в мокрое место. Это по мифологии, это в пепел превратилась птица, мокрое место, ничего с тебя, но ты потом поднимаешься, ты должен возрождаться. Плутон это делает только после 11 градуса, поэтому начиная в начале он делает другие трансформации. Какие приносит трансформации? Финансовые. Всегда идет поток финансовый очень хороший, и этот поток идет государственные, банковские, министерские, то есть это откуда-то надбавки, это повышение в зарплате, это надбавки для оплаты, например, кому-то учебы, кому-то надбавка к пенсии, это все, что связано, проценты, которые у вас есть, например, в банке, вам снижают этот процент или сокращают этот процент, или это даже могут быть аннулирование каких-то долгов за счет какой-то программы, которую за собой несет Плутон. То есть Плутон здесь созидает. А также, конечно, Плутон, что это всегда чувство, это страсть, это секс, это увлечение, это обмен. Плутон – это такой обмен, как будто тебя энергию впрыснули в тебя энергию. Ты настолько становишься сексуальным, ты становишься заметным, ты какие-то флюиды излучаешь. При этом ты ничего сам, в общем-то, не делаешь. Не надо ничего для этого делать. Это вот такая появляется в тебе энергия, которую за собой несет Плутон. Поэтому, конечно, роскошное такое событие, которое следует за Сатурн уходит, Плутон заходит, вот с такими великолепными. И, конечно, Плутон заходит, это личная тоже трансформация. Это еще раз побуждает тебя каким-то
знаете, как будто старое что-то, вот, знаете, кожа отмирает, и что-то такое свежее, новое нарастает. Ты преображаешься, делаешься каким-то более видным, заметным, ну что-то какое-то такое излучает от тебя, такие флюиды идут, которые как магнитом к тебе. Вот это такую трансформацию делает Плутон. Ну, конечно же, это и стремление как-то немножко по-другому выглядеть, немножечко как-то с гардеробом поиграть. Что-то тебе не хочется, ты уйдешь от каких-то цветовых гамм, которые были такого, ну, скажем, очень грустного характера. Вот что-то захочется поярче, хочется. И поярче это не для того, чтобы обратили на тебя внимание, а тебе самому вот эта энергия будет подсказывать. Ты поярче захочешь самовыражения, самопреобразования. Вещи какие-то такие, которые тебе особо ты никогда и не пользовался, не покупал. Цвета, которые в твоем гардеробе особо не присутствовали, они здесь появляются. Вы будете это очень чувствовать. Следующее что? Конечно же, Юпитер появляется, делает транзит. И Юпитер для вас это новое обучение, образование, иностранные языки. А также увлекаетесь все, что связано с такими остро-коло-режущими специальностями, профессиями, такими как парикмахер, повар, хирург, летчик, гонки, автотранспорт, электротехника. То есть все, что связано немножечко с острием, чуть-чуть с риском. Не с риском, а немножечко вот с такими профессиями, где ты чуть-чуть как-то вот связана вот с таким вот остро-коло-режущим. Может быть, никто никогда вы не занимались, например, вырезать что-то по дереву. Вас настолько это увлечет, что вы вот именно остреньким таким предметом начнете что-то вырезать по дереву. Кто-то займется парикмахерством. Ты вроде в другой области, тебе захочется что-то. Кто-то очень откроет какой-то свой ресторанчик или где-то будет работать, где вот именно что-то вот нарежу, так порежу, фрукты разделаю, разрежу, так уложу, сервировку такую сделаю. То есть все, что связано с этим, вот этим, таким образом проходится по вам Юпитер, а также все, что связано с жильем, это расширение жилья, это приобретение жилья, это вступаете в какое-то наследство, это делите какие-то финансы, это выигрываете какие-то суды, это все и Плутон принесет, и Юпитер принесет. Ну и кармические узлы, которые тоже делают ингрессию в ваш знак, и это кармические узлы, которые внесут для водолеев новые технологии, общение очень тесное со своими родными, получаете куда-то визу на выезд или долгожданные документы получаете. Это могут быть документы о переезде, это могут быть документы, что вы владеете каким-то недвижимостью, либо это документ на вождение. Получаете права. Многие никак не могли сдать, никак не получалось, тоже можете получить. Это покупка автомобиля, это пополнение в семье, это какое-то торжественное событие в семье. У кого-то юбилей, у кого-то выход на пенсию, у кого-то прибавление в семье, у кого-то какие-то даты, которые вот объединяют, кармически вас объединяют, собирают какие-то торжества, которые только именно в вашей семье были как обозначены в вашей семье. То есть какие-то события, которые происходили, возможно, переезд куда-то, возможно, появление второго ребенка, первого ребенка, покупка нового дома, допустим, 10 лет мы уже живем в этом доме, или 20 лет назад, как мы переехали, и были такие изменения. То есть какое-то событие, которое именно в вашей семье было важным. Ну и, конечно же, несет за собой
крупные покупки, вот это кармический, этот северный кармический узел, он такой крупную покупку либо автомобиля, транспорта какого-то, недвижимости, но какая-то такая значимая крупная покупка несут за собой вот эти вот транзиты кармического узла. А также другие события, которые будут, конечно, транзитом проходить в течение всего года, мы будем, конечно же, отдельно об этом говорить. Но отдельное будет видео по транзиту Сатурна, как он себя будет вести. И как ему вообще в рыбках, вот как ему там Сатурну, такому устойчивому, такому гиганту, что делать в водном знаке, как себя вот тут, вот как он будет себя вести, будет отдельное большое видео по Сатурну транзит и, конечно, по Плутону. Этому гиганту, как находиться там, где управляет и Сатурн, и Уран. Вот как находиться, плюс ко всему в стихии воздух, как тебя будет вести здесь Плутон. А он у вас задержится надолго. Ну вот такой плюс-минус немножечко обзор 23 года. И, конечно же, учитесь в течение всего года выбирать свои мысли. Вот так, как вы выбираете какую-то одежду в своем шкафу. Вы открыли шкаф, вы выбираете, что я надену сегодня. Или вы выбираете, что мне покушать, что я хочу сегодня, чем я хочу сегодня себя побаловать. Вот точно так же выбирайте свои мысли, потому что для водолеев там хорошо находиться, где хорошо в голове. Вы знаете, о чем я говорю, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Там, где водолею некомфортно, это тот знак, который очень сильно разрушается. Поэтому вот там, где хорошо, выбирайте мысли, которые делают вам этот комфорт. И, конечно, вам хорошо только там, где хорошо в вашей голове. Если это в разнобой идет, то вы себя очень сильно разрушаете. И, как правило, водолеи разрушают себя, вы знаете чем. Вы знаете чем. Поэтому выбирайте ход мыслей, следите за ходом мыслей. Потому что если ты думаешь, у меня не получится, я вот это, что мне сказали, это мне не подходит, это у меня не случится, оно не получится и не случится. Ты выбирай сам. А если ты думаешь, да, у меня получится, у меня случится, и все показатели для этого, они получатся и случатся. Поэтому выбирайте ход своих мыслей. К вам ушел Сатурн, освободил, пришел Плутон. Особенно на первых градусах, это очень сильные градусы. Ну что, мои хорошие, богема. 23 год. Запускаем счастье, и все, кто со мной, обязательно станет уверенным, спокойным и счастливым. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, вообще богемский лайк 23 года, конечно же. И большое спасибо, водолеи. Вы фавориты. Вы поддерживаете канал. Большое вам спасибо за лайки, за подписку, за поддержку. Становитесь спонсорами. И, конечно же, мы это счастье с вами не просто так за хвост поймать, за хвостик поймать, а мы это счастье прям вот так вот хорошо на пьедестале будем держать. Обязательно. Обнимаю вас.